Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как приготовить масло для отделки деревянных изделий, контактирующих с пищей. То есть для разделочных досок, деревянной посуды, чебани, разумеется, и всего такого. В прошлом ролике я готовил масло просто для дерева, это для мебели какой-то. Тем маслом нельзя покрывать древесину, которая будет контактировать с пищей, так как она содержит, то есть я готовил не на льняном масле, а на льняной олифе. А олифа уже содержит секативы. Секативы — это соли там тяжелых металлов, там включая свинец, поэтому да, это достаточно такие вредные штуки, поэтому масло, которое будет контактировать с пищей, нужно готовить из чистого масла, не из олифы, и не добавлять секатив. Закономерный вопрос, почему не пользоваться только маслом на основе чистого масла без секативов. Отвечаю. Масло, приготовленное из сырого льняного масла, гораздо дольше будет сохнуть. Если секатив не добавлять, то есть процесс полимеризации будет гораздо дольше. Вот. А в остальном процесс приготовления точно такой же. И компоненты те же самые. Льняное масло, скипидар, пчелиный воск. Короче, это не парафин, это обычный пчелиный воск, только выбеленный. Для чего вообще каждый компонент здесь нужен? Скипидар нужен для того, чтобы... Скипидар или white spirit. Просто white spirit, можно купить деароматизированный white spirit, подойдет. Это нужно только для того, чтобы сделать состав жидким, чтобы он просто глубже пропитывался. Все. Это единственное, для чего нужен растворитель. Пчелиный воск нужен для того, чтобы сделать состав водоотталкивающим. Кто-то в комментариях мне написал, что льняное масло само по себе уже делает покрытие водоотталкивающим. Это неправда. Льняное масло достаточно гидрофильное. И просто изделие, покрытое льняным маслом, воду спокойно пропускает. Что делает льняное масло? Оно укрепляет, пропитываясь и полимеризуясь в порах древесины, делает его тверже. Еще льняное масло обладает антисептическими свойствами. Вот. Так же самое, кстати, и антисептическими свойствами обладает пчелиный воск. То есть пчелиный воск не портится никогда вообще. Для чего нужно все это дело нагревать? Я не знаю, то есть там саму химию этого процесса, но льняное масло после прокаливания быстрее полимеризуется. Может показаться, что можно любое масло взять, любое растительное масло взять и начать там обмазывать, что все очень просто, и можно любое там взять масло и намазывать древесину, там, не знаю, оливковое, там, подсолнечное. Вот. Или как некоторые люди вот мажут, есть вот ролик популярный, человек предлагает покрывать древесину вообще вазелиновым маслом. Вот. Но это совершенно какая-то вообще... это совершенная нелепость. То есть я не понимаю, зачем его покрывать вазелином. Вот объясните мне, кто понимает, объясните, зачем покрывать древесину вазелином. Вазелин не сохнет, вообще никогда не сохнет. Это масло не полимеризуется. Древесину оно не укрепляет. Водоотталкивающими свойствами, может, какими-то обладает, но оно не высыхает. То есть оно будет постоянно покрываться пылью. Зачем его покрывать? Можно его вообще не покрывать тогда. То есть это просто становится... То есть была чистая древесина, стала грязная. То есть с таким же успехом можно покрыть древесину моторным маслом. Я не понимаю, зачем мазать древесину вазелином. Про тунговое масло расскажу отдельно. То есть как купим масло тунговое. Короче, тунговое масло достаточно дорогое. Вот. Не все тунговое масло тунговое. Не все то тунговое масло, на котором написано Tungoil. Блин, это целая отдельная история, что такое датское масло. Ладно, если вам интересно, что такое датское масло, тунговое масло, пишите в комментариях, обязательно поговорим и про это. А сейчас будем готовить вот чистое, натуральное льняное масло для покрытия древесины, которое контактирует с едой. Вот такой кусочек воска. Это на 50 грамм. Я не буду все масло использовать. Ну и все, я потихоньку вливаю масло понемножку. Так.
Не делайте масло слишком густым. Вот. Разбавляйте его 1 к 1, это минимально вообще, как можно разбавлять, это минимально. Дело в том, что чем жиже разбавленное масло, тем оно лучше, глубже впитывается и быстрее полимеризуется. Вот у меня есть старая разделочная доска, которую я давно хотел обновить. Сейчас я ее чуть-чуть строгану рубанком и намажем. Масло сварили, дощечку обновили. Друзья, если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Разумеется, не забывайте подписываться. Что там, колокольчик? Да, на этом все. Подписывайтесь, комментируйте. С вами был Юра Романов. Пока. Пока! Да блин, да убери камеру!